грунты. Вот этот получается универсальный разбавитель и второй универсальный. Данный идет на неотшлифованный катафорез. И оба можно использовать как грунты мокрый по мокрому и как с перетиркой. Вот этот больше по совету технолога идет как мокрый по мокрому, вот этот с перетиркой, но он имеет адгезию к неотшлифованному катафорезу. То есть новый элемент обеспылили, обезжирили в сольвентной водно-спиртовой, и можно наносить грунт, далее базу, далее лак и отдавать счастливому клиенту после сушки. По поводу нанесения. Просто самая такая простая ошибка, которую допускают чаще всего при применении грунта в шлифуемой версии. Если у нас зона ремонта это какое-то пятно, маляр начинает наносить маленькое пятно, потом больше пятно, еще больше и так далее. Тем самым каждое пятно заливает опыл на границе предыдущего пятна. Это песок, это неправильно, то есть это будет давать какую-то текстуру после полимеризации грунта. И после времени вы можете обнаружить там какие-то небольшие контуры в виде такой ряби на поверхности. Поэтому самый правильный вариант: выбираем сразу, какое максимальное пятно мы можем сделать грунта, делаем большое пятно, следующее пятно уменьшается, и последнее пятно в зоне самого шпаклевания добавляем. Тем самым у нас весь опыл лежит на поверхности, у нас более гладкие границы на поверхности грунта, и все это мы сошлифуем в процессе работы. И никакого оконтуривания в дальнейшем не будет. Такая очень частая ошибка, это очень просто этого избежать, просто немножко перестроиться нужно. По логике, конечно, человек сначала маленькое, потом побольше, пошире, пошире и так далее. Но это касается шлифуемой версии. Сейчас у нас будет версия мокрым по мокрому. Мы перемешали грунт, рекомендую пользоваться такими крышками, потому что это очень удобно. Если бы я сейчас наливал из банки, я бы все тут уделал, и стол, и себя в том числе. Так, в версии мокрый по мокрому сохраняется пропорция 5:1, только количество разбавителя будет порядка 40-50%. Ее тоже можно регулировать в зависимости от того, какой у нас элемент. На новом элементе можно вообще небольшую толщину сделать, жижу развести грунт. На ремонтном можно чуть-чуть потолще. Так, 5:1. Нам нужно совсем немного, я думаю. Но здесь меньше не получится сделать, поэтому лучше иметь весы. Цвет грунта имеет очень важное значение. Во-первых, подходящий оттенок грунта позволяет вам экономить базовую краску. Это самое дорогое. Базовая краска — это самое дорогое во всей красочной системе. Во-вторых, экономите время, потому что хотя бы на один слой меньше, это уже сэкономленное время. И также впоследствии, когда будут сколы на лаке, если это, например, передняя часть автомобиля, эти сколы будут не так заметны, как если бы мы использовали грунт и краску, сильно различающиеся друг от друга. То есть на светло-серый грунт черный цвет наносить это не совсем правильно. И в таком ключе. Дозировка по мерным делениям, она не такая точная, как по весам, и очень часто можно увидеть, что мерные стаканы, они немножко обманывают. Если вы это проверите на точных весах колориста, то в 50% случаев выяснится, что мерный стакан неправильно работает. Когда я добавляю отвердитель в продукт, он начинает работать с продуктом. Когда я добавляю еще разбавитель, получается небольшой шок продукта, и работа его немножечко переиначивается, так скажем. Более того, в каждом разбавителе, в фирменном разбавителе, содержится небольшое содержание воды. Это 0,5% буквально. Она нужна с химической точки зрения. Не как в 46-м, там до 10%, мне кажется, может существовать. А вода нейтрализует отвердитель. Любой отвердитель в акриловом продукте вода нейтрализует. А когда мы добавляем туда 46-й, в котором 10% воды, часть отвердителя сразу умирает, поэтому продукт у нас становится сырым навсегда. И поэтому лучше не добавлять 46-й и сразу перемешивать материал с отвердителем. Вот здесь порядка 50% разбавителя. На самом деле на таких маленьких объемах очень сложно соблюдать дозировку, потому что здесь даже пробочка разбавителя уже будет влиять на вязкость продукта, и это будет уже ощутимо. Эта пробочка не видна в мерном стакане, ее бы было видно на весах.
Сейчас весы можно приобрести, я думаю, за 1000 рублей даже. После этого вы можете использовать уже не мерный стакан, а обычную тару без деления. Так, нанесение грунта мокрой помойкой тюза 1,3, 1,4. Общее давление это порядка 1,8 бара капную. Следующий момент, так, естественно, продуться. Если есть прошлифовки до металла, закрываемых баллончиком, эпоксидным грунтом или кислотным грунтом, любым из первичных грунтов, и делаем определенную вылежу. И само нанесение. По большому счету грунт мокрый по мокрому должен выглядеть как первый слой лака, то есть гладкий, без каких-то неровных участков. Никакие припылы, за редким исключением, нам делать не нужно перед нанесением грунта мокрый по мокрому. Единственный случай, когда в этом есть смысл, когда у нас были какие-то расшлифованные участки, и мы не хотим, чтобы там что-то оконтурило. Можно на этом участке небольшой припыльчик грунта сделать, и потом уже целиком сделать слой. На этом все. Ребра желательно прокрашивать после того, как мы прошли наружную часть, потому что, особенно когда жарко, это может проявиться в виде опыла. Когда прокрашиваем торец элемента, на его наружную часть попадает грунт и обработать каким-то софтбэком, так называемым. Здесь есть эффекты, я их даже не трогал, там поклевка треснувшая. Важны, потому что база это не просто слой, это цвет еще помимо слоя. Если база лежит неправильно, то есть слишком сухо, слишком мокро, то помимо цветопередачи мы еще можем получить плохую поверхность на лаке. И большинство вопросов к лаку, что он садится, что какая-то структура появляется, они связаны не с лаком, а с базовой краской или с выдержкой, которая была недостаточной и так далее. То есть эти моменты нужно учитывать. Так, нанесу первый слой, поскольку элемент не в грунте мокрый по мокрому, а он был просто подготовлен сразу под базовую краску, сразу жирный слой я наносить не буду, я начну с проявки такой 30%, просто там 30 секунд подожду и нанесу уже основной слой. Покрывает база очень даже неплохо. В принципе, первый слой на 90%, я думаю, даже да, наверное, можно было бы тут разбавить ее. Ну, добавлю разбавителя. Второй слой, выравнивающий слой, и готово. Если давление на базе будет выше положенного, база будет светлее. Если наоборот ниже, база будет темнее, капли становятся крупнее, зерно тонет, цвет уходит в более темную сторону. Поэтому манометр на базовом пистолете нужно обязательно иметь. Это первое, что должно появиться из пистолета. Первый манометр, который должен появиться на базовом пистолете.
По поводу укрывистости, я думаю, что видно, да, что в принципе за один слой даже на серый грунт мы все укрыли. По-хорошему, конечно, надо было бы еще слой делать, потому что я не уверен, что на 100% все укрыто. Но если бы я использовал рекомендуемый цвет грунта, как мы с вами говорили, черный цвет, да, то я бы был уверен, что я укрыл все с одного слоя, сделал бы выравнивающий слой после высыхания вот этой базы. И на этом бы закончил. Сэкономил бы кучу краски. Разбавитель должен оттуда выйти. Это однокомпонентный продукт. Если он оттуда не вышел, самое меньшее, что произойдет, у нас просто лак пожухнет, так скажем. Блеск лака будет слабенький. Лак будет откалываться, будет много сколов, в принципе. Самое плохое, что лак облезет вообще. Потому что ему не за что будет держаться, под ним будет сырая база, из которой пытается выбраться разбавитель. Но вопреки частному мнению маляров, что лак облезает при пересушенной базе, пересушенной базы не бывает в принципе, это однокомпонентный продукт, он либо высох, либо не высох. У него два состояния, так скажем. И то, что сейчас база замотовела, не значит, что она сухая. Если я сейчас надавлю, в принципе, я на этом элементе могу это сделать, то я немножечко еще могу ее пошевелить, хотя, в принципе, она уже практически готова. То есть бывает такая ситуация, когда она матовая, но еще сырая снизу. Поэтому небольшой зазор нужно делать. И в данном случае лучше подождать. Просто чуть-чуть больше подождать. Оборудование, которое мы применяем. Смотрите, если брать, например, саду, да, не говорю, что ее надо обязательно брать, если мы используем пистолет сада, то у него два варианта. HVLP – это большой объем воздуха на маленьком давлении. Он много расходует воздуха, для нанесения базы подходит, потому что, наоборот, крупная капля хороша для базовой краски. И пистолет RP, который подходит для нанесения грунта мокрый по мокрому и для лакирования. Он достаточно хорошо дробит, делает мелкую капельку, делает то, что нам нужно, расходует меньше воздуха. Плачемся с RP. Есть еще другие варианты, типа Transtec технологии или LVLP. Низкое давление воздуха и низкий объем воздуха. Такие краскопульты более интересны в гаражных условиях, чтобы сберечь воздух и более рационально его использовать. Итак, первый слой. Все зависит от того, что мы должны получить в конечном итоге. Мы должны понимать, как выглядит автомобиль, соседний элемент, и отталкиваться от него. То есть, если это крупная шагрень, то, безусловно, будет и первый слой насыщенный, будет выдержка, и будет насыщенный второй слой. Если нам надо что-то такое типа японского получить, то первый слой будет тоненьким, закрытым, без пропусков, без проплешин. Опять же, выдержка, и второй не очень насыщенный слой. То есть мы всегда можем регулировать толщиной слоя, давлением, подачей материала. Все это инструменты, которыми мы можем пользоваться. Давление 2 бара. Лак довольно предсказуемый, поэтому не стоит бояться каких-то потеков, в разумных пределах, конечно. При нанесении пистолет всегда должен находиться перпендикулярно плоскости детали. Таких движений быть не должно. То есть на производстве, когда окрашивает робот, у него это расстояние, оно всегда стабильно, у него всегда один и тот же угол. Поэтому, когда мы лакируем, во время изменения формы мы пистолет перемещаем, работая кистью руки. А если мы стоим перед элементом, то, естественно, сюда дотянуться тяжелее, чем к центру элемента. И мы выгибаем руку таким образом, чтобы пистолет сохранял свое положение детали. Таким образом, факел всегда будет одинаково работать. На элементах типа переднего крыла, возможно, вы не ощутите такой большой разницы, хотя она есть.
когда мы красим капот, это еще более важно, потому что нам тяжело дотянуться, если мы его лежа красим. И к центру капота, особенно если это базовая краска, у нас факел становится вот так, например, да? Нижняя его часть сильнее идет, верхняя меньше. У нас получается полосеж на базе, на лаке тоже. Когда мы держим слишком близко пистолет к поверхности, мы можем наполосить даже лаком на базе. Такое тоже бывает, потому что, ударяясь о базовую краску, лак превращается в такую пену, что ли, полупрозрачную, и она может не уйти. Я не говорю, что нужно далеко держать пистолет, просто это расстояние должно быть рекомендовано, то есть 10-15 сантиметров. Если вы держите слишком далеко, у вас очень большой расход будет, и много материала улетит впустую. Поэтому я рекомендую соблюдать такое расстояние порядка 12 сантиметров до детали. И, конечно же, это зависит еще от скорости передвижения. Если вы очень медленно ведете, то, конечно, даже на таком расстоянии можно сделать потек. Поэтому подстраивайтесь во время нанесения. Поэтому, если есть возможность на скотче где-то рядом потрогать лак, нужно дождаться момента, когда он становится липким. То есть не когда он как вода еще, хотя, в принципе, здесь уже это состояние приближается. Если мы раньше времени нанесем второй слой, то у нас получится, что второй слой начинает двигаться по первому, он его немножко растворяет, и у нас появляются наплывы или потеки. Так, теперь лак по нему, если вы вспомните, мы говорили, что давление мы понижаем, поскольку лак очень жидкий. Вместо двойки я устанавливаю где-то 1,6. Рекомендую на первом слое прокрашивать торцы. Лучше это сделать следующим образом. Первый слой нанесли, он у нас постоял. Перед тем, как наносить второй слой, мы начинаем с торцов, а потом уже проходим по плоскости. Два раза торцы прокрашивать нет смысла, может собраться очень много лака на торцах, и это будет уже эффектно, в принципе. Так, ждем нашего второго слоя. Но для такого лака, для такого быстрого лака, это очень... Это экспресс-лак 1,5 часа при 20 градусах, а этот при 7 часов при 20 градусах. Здесь он будет опыл поглощать еще пару минуток, то есть можно где-то что-то подправить, посмотреть. Как он еще раз называется? 575. 575. Это спектрали. И как нанесли, он таким и остается, как правило. Так. По 200
по 200 мл готовой смеси лака с утвердителем. С этого элемента у нас осталось порядка, ну, чуть меньше 50-40 мл, то есть 160 смеси ушло на элемент. На 575-м лаке у нас осталось порядка 70-75 грамм. То есть этот получился более экономичным, но для меня ничего нового. Он в плане переноса лучше получается, чем вот этот лак. Ну, То есть так, средний. летучих веществ в этом лаке получается больше. Не одинаково примерно, просто, наверное, из-за низкой вязкости здесь больше немножечко мимо улетает. Так, ну, на этом мы лакирование закончили. Через час-полтора этот элемент будет готов к полировке. При такой температуре сушить его не надо, это очень быстро, на данный момент, наверное, самый быстрый лак из воздушной сушки. Нуралиев, Марат. Секундочку, на фотографию. Лысенко Алексей. Лёшка. Женя, какого трешка? Бациров Евгений. Да вы как-то, блин, далеко. Станьте рядом. Ближе. Будьте ближе к спектралу. Следующий. Арсенов Сергей. Серега. Покажи, что у тебя было. Спасибо. Чай у него в руках. Екатерина Васильевна. Сиськи? Да, нет, крыло. Хаташев Тимур. Мне подарили космонавта. Игорь, стоишь без дела? Да. Пушкарев Денис. Какой момент? Денис, Вот да. сейчас О. фотографию. Спасибо. Москаленко Игорь. Москаленко Игорь. Вот такой сертификат. А, что? Я уже забыла. Желновач Вячеслав. Мальчики. Ой, что мальчика так делает? Это ты желтый. Ну вот, телефон за 120 тысяч сломала, елки. Откуда у него такие деньги? Так, Бондаренко Дмитрий. Он просто не знает, как там нажимается. Будьте ближе к спектралу. Рейнекин Александр. Рейнекин. Можно просто сами. Ну-ка. Алёшкин Михаил. Полировки, не к агрессивной полировке, конечно, как иногда бывает, да, но в целом его можно будет поставить на автомобиль и постепенно уже полировать. То крыло абсолютно высохло, несмотря на то, что времени в камере прошло меньше, чем положено, камера нагревала до 74 даже градусов поверхность. Поэтому то крыло после остывания может уже полироваться и автомобиль может быть собран. Можете посмотреть, что у нас там. Ну, да, это быстрый экспресс-лак, и в камере ему не надо, ему камера абсолютно не нужна. Вот такая температура, 20 градусов, час, наверное, конечно, это немножко мало, потому что сама деталь должна нагреться до 20. А полтора часа это с запасом, и с уверенностью я в Санкт-Петербурге брал полторушку на сухую, я полторушкой прошел, ну там были сыринки, я прошелся полторушкой и пастой потом убрал. То есть вот этот лак, он его спокойно можно полировать. Это какой лак получился? Это 8000 турбо. 8000. То есть вот это. То есть это Да. вот он.
8000 турбо, да. То есть тут написано межслойная сушка не требуется, но межслойная сушка тут нужна. Это делали поляки, как бы они перепишут это. Межслойная сушка нужна, там, ну, смотрите, от 5 до 10 минут, но лучше всего где-то там, опять же, есть декантик, еще что-то, там перчатки, либо, то есть сам поймешь, там липкая будет немножко, то есть можно наносить второй слой. Можно один там полусухой нанести, один жирный. Тут в 3 слоя кто льет, ну не нужен для него 3 слоя. Он уже, То есть- и обязательно не нужен сюда разбавитель. Наливаешь разбавитель, он жжет. Полных 2 слоя без разбавителя, 1,5 часа и... Когда с разбавителем, он мотовеет. Он мотовеет. Красивый цвет. Высохло. Там у них, да, такая интересная тема, они как бы... Так шагрень видно. Стекло идет, они когда подсовывают горелку, Ну, что так атомизация усатый. они вешают элементы, Хороший. Такой вопрос. Вот вообще ж нельзя газовой горелкой сушить детали. Выделяется большое количество воды. На самом деле, если Ну, блин. Прикольный вообще лак, если честно. Надо будет попробовать его. А через сколько у него, получается, будет полная вот эта вот полимеризация? То есть, грубо говоря, пальцем вот раз, он... Полтора часа. Через 1,5 часа ты можешь уже залазить сюда сухой наждачкой, 1500, 2000. Можешь почистить соринки, если какие-то остались, и отполировать его. 1,5 часа То есть через 1,5 часа вот так уже сделаешь и не останется Нет, следа. не будет. Уже от сухой не останется. И его нужно. Огонь. Ну вот сколько времени прошло? Да, ну 1,5 часа не прошло еще. Нет, прошло 40 минут, Женя говорил. Ну, уже практически нет. Да. То есть, ну, вот, уже... может быть, минут 50 прошло. То есть ему еще не хватает. Блин, Но ну. опять же, 20 градусов написано там, правильно вот Женя говорит, 20 градусов это нужно нагреть. На детали. На детали 20 градусов, не в помещении. Это разные вещи. Но результат как Не, вообще? результат вообще огонь, мне очень Ну, для нравится. этого лака, то есть те функции, которые Просто, он выполняет, да, 20 градусов в час и, да, вот это, ну, в любом случае это Ну, уйдет. вот даже то, что там осталось, ну сам понимаешь, это чуть-чуть пройтись, даже это все. И у него, ну, видишь, он как ее раскидал, и шагрень предсказуемо, то есть, И он не Лак течет. вообще огонь. Для быстрых лаков Да. проблема, вот он течет. Этот не течет, он прощает вот эти вот даже переливы. то есть локальный ремонт, нигде ни опыла нету, то есть, он, ну, Локальный элемент, бампера, две Да, детали, да, просто, да, да. пожалуйста. То есть ну, на кроме гибких- полного облива. да, Кроме ну, полного облива. но он не под эти цели как бы. Да, а так для локального, даже несколько деталей, он вполне себе, Полный облив, я не знаю, даже вот с ребятами, с кем я с медатками работаю, но если есть там в год 4-5, то они радуются жизни. в основном, да. Не, в плане, под те задачи, которые он сделал, ну, он отлично себя. Я думаю, там и цена будет тоже не сильно дорогая относительно там. Ну, Цена у него максимум, где я встречал по городам, это 1400. Это максимум за комплект. за комплект. Да, максимум. А так это от отличная 1300 цена. до 1400, то есть.